coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Приветствую всех, с вами Хулдым, и мы продолжаем проходить игру Вальгалла, да, продолжаем. Да, надеюсь, не слишком громкая музыка, надеюсь, она меня не сильно перебивает. Если что, я именно напишу, если надо, даже в комментариях, попрошу вас именно ответьте, как музыка, не слишком она сильная или мне нужно ее убавить, просто потому что мне уже надоедает, я постоянно вот с подобными играми. Если Guilty Parade волноваться незачем, так как там музыка довольно такая слабая, ну, она не так сильно разнообразна по звуку, по громкости звука. А тут такого нету. Вот. Ну да ладно. Вот. И если все-таки вам не трудно, то скажите, как вам. Ну а так, давайте уже продолжим. К нам вернулась Дороти, один из лучших персонажей этой игрульки. Тут реально Дороти, Стелла, вот это вот, или, не, Велма, вот, кажется, как его зовут, если, конечно, сейчас я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, то меня надо пнуть, потому что это прям реально хороший персонаж. Ну да ладно. Так, давайте, вперед. Извиняюсь, надо было таймер поставить, все. Вы давно этого ждали, Дороти наконец-то вернулась в Вальгаллу. Прошу, воздержись от подобных выходок из дешевых сериалов. Ты нервируешь других клиентов. Ой, да ну тебя, ты же знаешь, что публика была бы без ума. К тому же ты так говоришь, словно у вас тут аншлаг круглосуточно. Хм, довольно странно видеть тебя здесь 2 дня подряд. Я хотела взять чего-нибудь перед сменой. Взять что-то самой, пока не взяли меня. Хе-хе. Эй, ты будешь пить? Позволь мне угостить тебя. Конечно, спасибо. Дорогуша, угощай меня почаще. Последуй примеру этой милашки. Ага, разбежалась. Что вы будете? Я буду тоже, что и она. Ну тогда у меня есть идеальный вариант. Голубая фея, будь добра. Одну на двоих? Одну каждый. Так, ясненько. Хорошо. Так, две голубые феи по счету. Так, где они вообще? Вот тут синий бархат, не то. Так, продолжаем. Сорянчик за небольшую задержку. Продолжим. Так, надо голубую фею забацать. Ну, давайте. Так, голубая фея, где она? Горькие? Сладкие. Во, голубая фея. Один глоток окрасит ваши зубы лазурью. Не забудьте их почистить. Так. Кстати, можно и большие ей сделать. А чё бы нет, кстати. Сколько там на 2? Это 8. Ну да. Ну, давайте сделаем большой. Это 8 получается. 1, 2. Тем самым у нас получится карматрин по вкусу. Давайте бахнем им сразу пятерик карматрина, сразу пятерку карматрина. Перемешать, выдержать. Голубая фея, отлично. Давай вторую также 8. Сейчас мы большой вы. Конечно, это будет жестоко за то, что я сейчас буквально обдираю бедную. Блин, черт. Я забыл, каким образом там можно было. Блин, я забыл, как можно там просмотреть то, с кем мы болтали, ну да ладно. Черт, я уже имена подзабываю, это вообще оскорбительно. Так, и карматрин, опять пятерик. Опять карматрина каждый. Ой, блин, фак. Повезло, что это, блин, повезло, что все ингредиенты, которые я сейчас сливаю, они чисто за счет ресторана самого, и они не дерут с меня деньги за ошибку. Так, и перемешать, выдержать. Так, и выдержать. Так. 2 феи. Сей, Эй, довольно вкусно. Вот видишь? И он синий, прямо как твои волосы. Блин, по 2. Нормасик так мы стрясли с них.
Ну, неплохо. Но это 2 феи, получается по 200 рублей где-то. И правда. Так как тебя зовут, сладенькая? Зови меня Сей. Ладно, Сей, я Дороти. Эй, Сей. Да-да. Сей, эй. Да-да. Эй, эй. Сей, Сей. Эй, Сей, почему ты решила меня угостить? Ты показалась мне милашкой, пуговкой. Так что я решила тебя угостить. Вау, ты первый человек, который предложил мне выпить без какого-либо умысла. А ко мне подкатывал даже вон тот жеребец? Жеребечек? Блин, я уже забыл, а как там можно просматривать чат-то? Блин, обидно, что я не могу просмотреть, что там у них. А, да, могу. Во. Не подкатывал даже вон тот жеребечек. Жеребечек. Так. Ладно, давайте так, а то так швед будет. Джиллиан, понятно. Джиллиан. Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Поверь мне, поработав в моей области, начинаешь разбираться в людях. И вот эта девочка, самое что ни на есть, простушка. И почему же? По тебе видно, что ты такая, какой кажешься. Это лицо человека, который никогда бы не стал врать. Плюс, то, что ты здесь в своей рабочей форме, говорит мне, что ты замужем за своей работой, и секс значит для тебя так мало, что ты даже не подумаешь о том, что он существует. Поэтому, если ты угостила меня напитком просто потому, что я милая, я тебе верю. Спасибо. Ты говоришь, что она первая, но как насчет Билла, который дал тебе билет? Кто? А, тот Лилим с собачками? Нет, он не считается. Он похож на гуманоида-подстилку. Ой, ты довольно проницательна, Дороти, но я не хуже. Неужели? Я в свою очередь могу сказать, что твое тело сильно модифицировано вещами, которых у тебя вообще быть не должно. Твой язык модели BIBO69 со встроенным сканером ДНК. Твоя кожа покрыта противорадиационным слоем. У тебя очень дорогие экстра гибкие суставы. И самое важное, твои руки. Что с ними не так? Я не знаю, что у тебя под одеждой, язык, конечности. И кожа мне не очень интересна. Но твои руки, MIRD 113, производство Realta Industries. Модель, способная стрелять пулями 5-й степени летальности из кончиков пальцев. И параграф Ж, статья 17 Закона об аугментациях и модификациях. Раздел баллистические аугментации. Любое человекоподобное или разумное существо гражданского назначения, модифицировавшее свое тело огнестрельным оружием класса 3 или выше, будет принуждено к разоружению или отправлено в зону повышенной опасности. И что ты со мной сделаешь? Ничего. Я не служу в правоохранительных органах, просто спасаю людей. И даже если бы я служила в органах, сейчас я не на службе. Оу. Хотя я бы хотела узнать, к чему такие экстремальные аугментации. Девушка должна быть готова за себя постоять, знаешь ли. Если я попаду в беду, я хочу иметь возможность разрешить ситуацию в свою пользу. И это самое незаметное средство обороны. Мне так казалось, по крайней мере. Ах, вот как? Ясно, ясно. Можно дать тебе совет? Наверное. Я догадалась о модификации твоих рук по кончикам пальцев.
Они чуть-чуть больше, чем больше из-за встроенного орудия. Ты можешь достать себе модификацию покомпактнее, с которой они станут одноразовыми. Конечно, если они тебе нужны для самообороны, а не для регулярного использования. Понятно. Ну, мне пора. Ах да, пока не забыла. Самооборонный считается выстрел в руку или ногу. Все остальное уже нападение. Хорошо. Пока, Дороти. Пока, Джилл. Пока-пока. Пожалуйста, приходи еще. О, я думала, она меня заберет. Они бы пылесосили мне разум целых 3 года. 2, если буду хорошей девочкой. Вот что бывает, когда ты недооцениваешь людей. Но теперь я просто не могу не спросить. Что именно? Язык, считывающий ДНК? Очень чувствительный, гибкий и цепкий. А еще он вибрирует. Экстра гибкие суставы. А сама догадаться не можешь? Противорадиационное покрытие? Эй, мою кожу клиент видит в первую очередь. Я должна заботиться о ней. И с ним она всегда удивительно мягкая, как бы сильно по ней не били. Ну ладно. Значит, ты у нас проницатель? Читаешь людей как книги и все такое? Все, так-то лучше. Не совсем, я просто довольно неплохо разбираюсь в людях. Наверное, потому что я каждый день общаюсь с огромным числом людей. И это, говорит Лилим, звучит слегка неестественно. Что же ты можешь сказать про меня? Посмотрим. Ты очень сексуально не удовлетворена. Дело не в самом отсутствии соития, а скорее в том, что твои партнеры не могли удовлетворить тебя на других уровнях. А от этого раздражение только накапливается, как снежный ком. Что-то тебя блокирует. Какое-то переживание из прошлого. Может, есть кто-то, кто не разделяет твоих чувств. Может, какая-то старая обида. Поэтому ты ведешь себя так, как будто жизнь вечно тебя пинает. Как собака, хозяин которой всего лишь делает вид, что бросает мяч. Кажись, она попала в самую точку. Понятно, Дороти улыбнулась. Да, ты попала в самую точку. Хо-хо, неужели я попала в яблочко? Я все это на ходу сочинила. Ты чего? Ничего личного, Джилл. Эта чушь оказывается правдой почти всегда. 80%, так что... Так точно. Банальная фигня, так сказать. Ты не представляешь, как много сексуального неудовлетворения люди могут в себе держать. Но прочесть тебя я не смогу, дорогуша. Вся твоя профессиональная выдержка и умение держать лицо. Подожди. А все твоя профессиональная выдержка и умение держать лицо. Ну, может, она имела в виду, а все дело в твоей профессиональной выдержке и умении держать лицо. Но сегодня я узнала про тебя кое-что новое. Вот это полезно. Ничего не скажешь. Ты никуда не опаздываешь? Ты никуда не опаздываешь? Опаздываю, но если ты мне позволишь утолить твое неудовлетворение, я могу задержаться. Иди уже. Ну и ладно. До скорого, дорогуша. Развитие искусственного интеллекта слишком далеко зашло, да? Сейчас даже сложно назвать его искусственным. Заткнись, жеребеч. Вы уже закончили? Ага. Эй, босс, немного внезапный вопрос, но... Ты помнишь тот раз, когда я впервые пришла сюда? Когда ты подавала резюме? Да, А почему ты спрашиваешь? Ну, я почему-то не могу выбросить это из головы. С самого утра. И только сейчас поняла, почему. Когда я зашла сюда, мне предстала любопытная картина. Джилл пытался вытащить твою руку из банки. Ах да, ты об этом. Не могу вспомнить, что именно, но что-то в нее упало. И я попыталась достать.
Я просто просунула в нее руку и застряла. Это была не моя банка, так что нельзя было просто разбить ее. Эй, Джилл, как ты тогда вытащил мою руку? С помощью трубочки для коктейлей и масла. Да, точно. Весьма изобретательно с твоей стороны. И это навело меня еще на одну мысль. Блин, неужели опять так? Так, продолжим. Все, наконец-то я избавился от глюков. Теперь глюков не должно быть. Ну, продолжим. И это навело меня на еще одну мысль. И этот случай вчерашний шлем, еще у тебя нога где-то постоянно застревает. Босс, почему ты вечно где-то застреваешь? Так, все, погнали. Теперь мне будет легче, я немного подкорректировал звук. Продолжаем. Босс, почему ты вечно где-то застреваешь? Я не знаю, либо я один испорченный, но почему после разговора с Дороти мы разговорили о том, что босс Джилл постоянно где-то застревает? Ладно. Не будем об этом думать. Черт, а ведь правда. Был случай, когда она пыталась съесть большой бутерброд, и он застрял у нее во рту. Потом еще та история с телевизором. Ладно, во многом это может быть и моя вина, но точно не в случае с телевизором. В инструкции по сборке той приставки был корявый непонятный шрифт. Ты видел, что случилось, когда я поставил деталь 5Z вместо S2? И все же, Джилл на что-то намекает. Ага, намекает. Вымойте посуду, и на сегодня вы свободны. Надеюсь, теперь она постарается не застревать в вещах. Хотелось бы верить. Все будет хорошо, не волнуйся. О, премия за безупречную работу плюс 5. Нормально. На нашем счету, всего на счету. Заработано за игру вот общее количество. Это потому что мы прям стараемся выдаивать из наших товарищей. Налоги 30%, 0 ошибок. Оборот напитков 340. Зарплата за сегодня 102. Что-то маловато как-то. Обычно было побольше. Почему у меня звук сейчас глючил? Я буду надеяться, у вас не глючит. А, чаевые, вот плюс... это чаевые от того, что 800. Вот откуда вся зарплата. Ну да ладно. Так. Подписка на шаловливые пальчики возобновлена. Джилл будет меньше отвлекаться от работы. Тебе правда нравится этот сайт? У меня есть потребности. Так, подожди, что она хотела? Это какой-то глюк. Она что-то хотела глючное, да, посмотрим. Так. Бумажный фонарик. Митвестав с нами Киремики. Киремики оформлены в виде боевого стяга. Заражает фанатизм. Плечевой массажер для особо напряженных дней. Муланский чай мы купили. Подожди, что она хочет? Все получается. Счета были сняты в количестве оплаты в шаловливых пальчиках. Ну, значит, нам покупать нечего. Ну, давайте тогда, ладно. Ну, на всякий пожарный может что-то купить. Хотя, ладно, я жадный, давай домой. Шаловливые пальчики есть, и у нас еще куча бабосов. Дополненная правда. Так, давайте сохранимся. Так. Да, перерывы, конечно, между играми у нас пипец какие длинные. Ёптить, как давно.
Ну, значит, я устрою, может быть, забег сегодня или завтра я буду стараться сделать забег по бармену, а то как-то мы совсем запоздали. Так, дополненная правда. Шок, вся правда о Кире Мике. Кимберли Лавалет. Сегодня мы поговорим об одной из величайших знаменитостей нашего времени. Как она начинала свою карьеру, какой ее любимый фильм, что у нее на личном фронте. Эксклюзивное интервью только в дополненной правде, не пропустите. Содержимое недоступно в вашем регионе. Да что происходит? Это же региональный раздел. Фак, а как это можно открыть? Или тут реально просто бесполезно? Ясно. Ну, Элис Рэббит. Элис Рэббит поклонник Киры Мики? А кто нет? Лана Смити. Все любят Киру Мики. И Элис Рэббит не исключение. Вы можете спросить меня, чем я могу подтвердить эту не такую уж и глупую на самом деле теорию. Что ж, я попробую вас убедить. Паттерны атак. Вот простой линтер всего. Смити, прекрати нести чушь. Подожди, не крати чушь. Смити, присти чушь. Ладно, не понимаю. Они сами не знают, с какими силами играются. Или это просто уловка. Ну тут я согласен. Как-то, рановато, я не могу понять. Может, потому что песен нету. Преступность в этом месяце выросла на 5%. А сколько там она уже составляет? Могло быть хуже? Господь не хочет, чтобы в этом городе хоть что-то было в порядке. Кимберли Лавалет. За этот месяц преступность выросла на 5%, так что обстановка накануне празднования мега-рождества официально напряженная. Подразделение Белых Рыцарей в курсе сложившейся ситуации. Они заявили о намерении обеспечить безопасность во всех районах, даже несмотря на урезание финансирования, снизившее мораль стражей порядка. Тяжелая борьба. Не считая отсутствия перспектив, более не являются основными причинами, побуждающими к преступности. Преступники выходят из всех слоев населения. Они убивают и торгуют наркотиками только потому, что это дает им власть. Кстати говоря, мы все это осуждаем, это все плохо-плохо. Плохо-плохо, фу-фу-фу. На всякий пожарный. Им не нужно кормить семьи, им нужна власть. Банда контролирует целые районы, и решение этой проблемы пока не найдено. Это мега-рождество мы надолго запомним. Ну, отчасти тут может быть и правда, но тут по правде чаще всего дело опять-таки в бедности. Именно в бедности, а не в преступности. А в том, что кто-то власти хочет, потому что, как говорится, власть можно получить и законным путем, и более безопасно. Как говорится, становясь преступником, ты можешь сам словить пулю. Особенно в такой городе, в котором и те, кто захотят именно поделить собственность у криминальных группировок, так еще и бедных дофига, кто может легко взять пистолет в руки. А если там еще и у них, как я понял, оружие можно довольно легко, можно какое-нибудь легкое или второго уровня получить без всяких проблем, если я опять-таки не ошибаюсь. То тут довольно странновато говорить, что только виноват в этом только жажда власти. Страшно? Немножко. Тред Элис Рэббит. Пошла жара. Как думаете, во что все это выльется? Думаю, ни во что. В прошлый раз был слив инфы. Думаю, Элис уже достигла своего предела. Ваше выше подняться будет уже почти нереально. Наверное, будет очередная утечка информации. Звучит маловероятно. Не думаю, что правительство позволит этому повториться. Но ведь это Элис. Она может что угодно сделать. А что если это жуткое сообщение было не от Алисы, а просто чьей-то шуткой? Кто бы стал ломать сайт и
Кто бы стал ломать сайт и подставлять Фера только ради лузов? Не я. А ведь действительно, это мог быть кто-то другой. Подождем, увидим, какая там дата была. 17 декабря. Да теперь бы еще... Да, теперь бы еще узнать, еще знать, кого она собралась взламывать. Страшно, пародия. Подожди, а какая у нас сейчас дата? Кстати, 17 декабря. У нас какая? Блин, не помню. Жуткий мемес это ваша Алиса. Забили тред про Алису, ссанная киберзвезда. Заебли тренды про Алису, ссанная киберзвезда. А что если это все имеет отношение к слухам о теракте? Тема закрыта. Странновато. Да, мы заканчиваем, получается, примерно... Давайте еще концерт Киры Мики и дальше перейдем на следующую смену. Концерт Киры Мики. Продолжаем тему концерта за щитпостинг буду карать. Кто-то он ушел? Похоже на то. Я никогда не уходила, просто не пишу, чтобы не нагнетать. Да не волнуйся, мы же здесь с тобой. Есть идеи, как красиво раскрыться ей? Ты вообще определилась, такие любишь и любишь ли ее? Слушай, я просто не хочу портить нашу дружбу. Мы знаем друг друга с самого детства. Так вы друзья с детства? Это же прям как в моей любимой аниме. Ну да. Ладно, вот что тебе нужно сделать. Когда Микки допоет Lovers in Paradise, поцелуй ее. Поцеловать? Конечно. Ты только представь, как чудесно это все будет выглядеть под фейерверки, под гитарное соло. Ну, я подумаю. Каким был твой первый поцелуй? Я споткнулась и врезалась в парня, было ужасно больно. Да. Так, а Киры Мики нет никаких вестей? Да. Ну все получается. На работу, что скажешь? Все. Пятница, 16. Блин, завтра уже будет что-то. Вечер добрый. Так, следующая смена. Сколько у нас уже времени? Ну, 12. Ну, это по своему счету. Да нет, еще можно еще пару минут погамать. Еще немножко давайте. Вечер добрый. Привет. А? Ты успела как раз вовремя. Да ладно тебе, это просто выхлоп от машины. Что ж это за автомобиль такой? Больше похож на выстрел. Ты хоть раз слышал, как стреляют? Полагаю, в этом городе мы все уже слышали, как стреляют. Ну да, но... А, слышал? Кто-то просто без заглушителя погонять решил. Не знаю. Что-то слишком глухо. Да? От выстрела эхо сильнее. Может быть, это петарды? Босс. Петарды? Почему бы нет? Помню, года 2 назад кто-то убил полицейского. И убийце удалось скрыться только благодаря тому, что выстрел заглушили петарды, которые взрывают на Мега-Рождество. Не слишком гулкий звук для петард. Да какая вообще разница? Это не повод для пустого трёпа в стиле утреннего ток-шоу. За подобную болтовню я вам платить не собираюсь. Хотите болтать, болтайте с клиентами. И то верно. Не стоит тратить время попусту из-за какого-то автомобильного выхлопа. Эй! Хе-хе. Чё-то мне это не нравится. Вот чё-то мне это не нравится, что тут у нас выстрелы. Так. Вот он. Да, что-то мне это совсем не нравится. Вообще не нравится мне это. Что ж такое происходит-то? Совсем как-то все плохо. Буду честен. Кстати, интересно, что это за шаловливые пальчики такие. Ну, хотя, зная предпочтения нашей мадам, мне кажется, я понял, что это за шаловливые пальцы. Так, ладно, забудь. Не буду забивать этим голову. Время подавать напитки и вершить судьбы. Согласен, друг подруга. Добро пожаловать в Альгалу. Ой, а это еще кто? Здравствуйте. Мне нужна кое-какая информация. Кое-какая информация?
Что вы можете рассказать о девушке, известной под псевдонимом Алая Роза? Звучит как-то безвкусно. Такое имя себе взяла бы школьница для аккаунта в соцсети. Ну или проститутка. Хотя безвкусно это еще мягко сказано. Так вы знаете что-нибудь или нет? Боюсь, что нет. Хорошо, я готов немного освежить вашу память. Вот $80. Ну как? Ну как? Блин, надо как-то голосом подобрать получше, какой-то выпендрежный. Так, погодите-ка, я тут кое-что вспомнила. Правда? Да, теперь я точно вспомнила, что не имею ни малейшего понятия, о ком вы говорите. Ни малейшего? Ну да. Так значит, паршивый вы бармен, раз у вас нет нужной мне информации. Почему вы вообще решили, что я могу что-то о ней знать? Она что, заходила сюда? Или у вас вся веское основание полагать, что я ее как-то прикрываю? Ну, это... И во-вторых, вы ничего здесь не добьетесь, тряся передо мной бумажными деньгами. Зачем вы их вообще носите? Хотите, чтобы вас ограбили? И еще $80? Серьезно? Что на них можно купить? На них даже поесть нельзя нормально. А почему, интересно, я обязан все это выслушивать? От бармена, к тому же. А почему вы назвали меня паршивым барменом только потому, что у меня чего-то там для вас нет? Я понял, да. Все ведь должно быть чисто. Я должен передать вам деньги через бар. Я угадал, да? Я честно трачу деньги в баре, вы даете мне информацию. Может быть, а может и нет. Ладно, налей мне чего-нибудь, только это должно быть дешевле 80. На $80 посмотрим, что есть бюджетного в рецептах. Так, дешевле 80. Сахарный прилив многоватенько. Дешевое, что-то дешевое. О! Удар по печени. Вот, удар по печени, $80 как раз. Не буду делать большой, потому что это увеличит цену в несколько раз. Он просил, ну по вкусу, давай ему, блин, подсыпем 5 карматринов. А знаешь, я тебе, блин, подсыплю сразу, блядь. Сразу на тебе 10 карматринов нафиг. Подожди, не, карматрины не учитываются, кажется. Перемешать, выдержать. Удар по печени, да? 80. Пожалуйста. Ну вот. Так что ты знаешь о той девчонке? Ничего. Но ты сказала, может быть, а может и нет. Так я сказала. Оказалось, что все-таки нет. Сами себе чего-то там навыдумывали, а теперь я крайняя. И как я говорила, $80 просто ничто. Ты намекаешь, что нужно потратить больше? Так, слушайте меня внимательно. Можете потратить у нас все свои деньги, но я все равно ничего не знаю. И никакие деньги это не изменят. Тогда хотя бы верни мне деньги. Нет, это же ваш заказ, не правда ли? Ну, мой. Так почему вы ищете эту, как вы выразились, девчонку, мистер? Девчонку, мистер. Фон Дилей. Арт фон Дилей. Я частный детектив. Полагаю, вас либо попросили ее родственники, либо анонимный поклонник. Просит вынюхать они побольше. Я права? А ты сходу решила, что она невинна, как слеза, а весь мир на нее ополчился, и поэтому она исчезла. Это не так? В этом городе орудуют некие жнецы. Не слышала о таких? Две наемницы, которые работают на любого, кто способен их найти и способен им заплатить. Алая Роза и Синяя Лилия, так они себя называли. Подожди, Синяя Лилия и Алая Роза. Мне кажется, или это все-таки какой-то псевдоним, либо это... могут ли это быть ангелы? Хотя не.
Не знаю, у меня есть теория, что, возможно, может быть, Стелла может быть алой розой. Либо Стелла это алая роза. Блин. Мне вот кажется, что алая роза может быть Стелла максимум. Синяя лилия это кто-то другой, непонятно кто, потому что, ну, у этой Скай, у Сей точнее, у Сей, у нее голубые волосы. Ну ладно. Даже школьники придумали бы более крутые прозвища. И кто же вас нанял? Не знаю, мне прислали письмо с указаниями и банковский чек. А что если это розыгрыш? Да, даже если и так, деньги-то я все равно уже получил. И я обналичил этот чек на весьма приличную сумму, так что это слишком уж дорогой розыгрыш. Понятно. Ну расскажи хотя бы, что слышно в городе в последнее время. Любые слухи, пусть даже не относящиеся к моему делу. Зачем они вам? Оставаться в курсе событий всегда полезно для моей работы. Ну, что вам сказать? Простите, ничего не могу вспомнить. Здесь обычно не говорят о чем-то важном. Чаще всего у нас просто убивают время за пустым трепом. Не говорят о новостях, не обсуждают жизнь в городе. Да что же у вас за бар такой, если в нем нельзя узнать, о чем говорят улицы? Мы тут что, по-твоему, в нуарном фильме живем, что ли? Джилл может что-то вспомнит. Может что-то вспомнить, если его потрясти хорошенько. Я ничего не знаю. Ты знаешь что-нибудь, что может мне помочь, Джилл? Нет, я ничего не знаю. И вообще, разве я похож на того, кто может что-то знать? Джиллиан. Он что-то знает. Знаете, с другой стороны, лучше вам с ним не связываться. Это была неописуемая трата времени, скажу я вам. И это после всей шумихи, связанной с барами под управлением BTS. Что за шумиха? А ты не знаешь? Знала бы, не спрашивала. Ну тогда не волнуйся, скоро сама все узнаешь. Ну ладно, пожалуй, выпью еще чего-нибудь и пойду. Что будете? Я буду зеленого слоника. Поняла, сейчас будет. Ладно, дадим ему зеленого слоника. Так, где этот зеленый слоник? Не, а где горький? Полдрайв суплик зеленый слоник, вот он. Напиток соответствует вкусовым предпочтениям фанатов одноименного фильма. Так, 3. Погнали. Секундочку. Так, товарищи, думаю, пора подводить итоги пока что сегодняшней части. Надеюсь, вы остались довольны. Продолжим уже в следующей серии. Мы сделаем нашему детективу зеленый слоник. Ой. Надеюсь, вы остались довольны. Пишите комментарии, обсуждайте игру, предлагайте игры. И, кстати, напишите, как вам нормально со звуком именно, не слишком громкая музыка. Буду вам очень признателен. Мне очень хочется узнать, нормально ли все с настройками, чтобы я потом не волновался и не мучился по этому поводу. Ну а так, получается, будем заканчивать. Загляните в описании, там будет ссылочка на мой Discord сервер. И жмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, так как вы о новых видео узнаете и пополните нашу маленькую, но крепкую семью. И с вами я, конечно же, не прощаюсь. Скоро увидимся.